Здравствуйте, дорогие друзья! Наступил февраль, время посадки перцев, и сегодня мы будем проводить своеобразный эксперимент по проращиванию просроченных семян острого перца. Перебирая семена, я обнаружил у себя вот такой перец Горгона. Его я уже сажал несколько лет назад. Рос он у меня дома на подоконнике. Это очень урожайный сорт с красивыми и вкусными плодами. Но срок хранения этих семян истек в декабре 2014 года. А в феврале 2018 мы дадим им еще один шанс. У многих остаются пакетики с просроченными семенами. И я думаю, всем будет любопытно узнать процент схожести этих семян. Особенно, если это любимый сорт. Итак, меньше слов, больше дела. У меня осталось 16 семян. Опускаю их в теплую воду и хорошо размешиваю. Очень важно хорошо перемешать, чтобы не осталось на семенах пузырьков воздуха. Можем сразу увидеть, что 5 семечек тонуть не собираются. Но давайте оставим их на 10 минут, чтобы они напитались влагой. Итак, прошло 10 минут, но ситуация не изменилась. По-прежнему на поверхности 5 семечек. Я их достаю и помещаю пока в пустой стакан. Легкие, то есть плавающие семена, считаются некачественными. Тяжелые семена с большим запасом питательных веществ и сильным зародышем, как правило, опускаются на дно. Теперь я добавлю 2 чайные ложки соли на четверть литра воды. Тем самым мы увеличиваем плотность воды и, соответственно, ее выталкивающую силу. И сразу же мы видим, что некоторые из утонувших семян тоже начинают всплывать. Ну вот мы видим, что в соленой воде на поверхности оказалось еще 4 семечка. Их я также перекладываю в стакан к уже вынутым семенам. На дне осталось 7 самых тяжелых семечек. Их мы достаем и положим в отдельную емкость. Назовем эти семена группой номер 1. Затем семена, которые не утонули в простой и соленой воде, мы заливаем опять же соленой водой на 10 минут. Спустя 10 минут мы видим, что из 9 семечек на поверхности осталось только 3. Кстати, спустя еще 10 минут картина не изменилась. Утонувшие семена назовем группой номер 2, а плавающие группой номер 3. Процесс замачивания традиционный в двухслойной хлопчатобумажной ткани. Ее необходимо очень тщательно пропитать теплой водой и слегка отжать. Затем выкладываем каждую группу семян на отдельную ткань и помещаем в какую-нибудь емкость. В данном случае я разложил все по тарелочкам. Не забудьте смыть соль с семян, промыв их в проточной воде. Укладываем их в целлофановые пакеты с номером группы. Пакет не завязываю, чтобы был свободный доступ воздуха. Достаточно только опустить края пакета, чтобы влага не испарялась. Я проращиваю семена при температуре от 26 до 28 градусов. Не забудьте положить рядом термометр. У меня в квартире обычно такая температура на кухонных шкафчиках под потолком. На этом все. Смотрите следующее видео с результатом эксперимента. Спасибо за просмотр и до новых встреч!